Ранним майским утром старик случайно заметил мешок на ветке дерева прямо над узким ручьем и выглядел так, будто кто-то в торопях оставил его там и ушел. Старик уже прошел несколько шагов дальше, как вдруг краем глаза уловил странное движение. Сначала он решил, что это игра света или легкое колыхание ветвей, но затем изнутри донесся тихий, почти неслышный писк. И в этот момент старик понял — внутри кто-то живой. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Николай шел этой тропинкой уже много лет подряд, знал здесь каждый камень, каждую кочку. Дорога огибала его огород, спускалась в низину и вела к ручью под старой ольхой, где в начале мая всегда пахло сырой землей, молодой травой и терпким соком набухающих почек. Николай шел медленно, осторожно переставляя ноги. В его возрасте спешить уже было некуда. В голове крутились привычные мысли. Надо подлатать крышу сарая, пересадить рассаду капусты, да еще соседу Егору обещал занести банку свежего меда. Он даже считал шаги, чтобы не забыться, как делал в последнее время все чаще. Когда он подошел ближе к ручью, то снова заметил на ветке что-то темное. Сначала он подумал, что это кто-то повесил старый мешок сушиться после дождя, но мешок слегка покачивался, хотя ветра почти не было, и это покачивание было каким-то неестественным, будто исходило изнутри. Николай уже хотел пройти мимо, решив, что не его это дело, но вдруг остановился. Ему показалось, что из мешка донесся звук. Не крик и не плач, скорее слабый писк, будто кто-то едва держится из последних сил. Он нахмурился, прищурился и медленно подошел ближе, чувствуя, как внутри поднимается тревога, которую он давно уже не испытывал. Мешок был грубый, плотный, перетянутый тугой веревкой, врезавшейся в ткань. Висел он низко, почти на уровне его плеч, словно кто-то нарочно повесил его так, чтобы не нужно было тянуться. Николай осторожно потянул мешок на себя. Тот оказался тяжелее, чем выглядел, и слегка дернулся в его руках. «Да что же это такое?» — пробормотал он почти шепотом, и снова услышал звук, теперь уже отчетливее, живой. Сердце у него болезненно сжалось, как бывало когда-то давно, когда он еще не привык к одиночеству. Он стал развязывать узел, но веревка была затянута крепко, будто тот, кто ее завязывал, боялся, что содержимое выберется наружу. Пальцы плохо слушались, дрожали, цеплялись за грубые волокна, ногти соскальзывали. Ему пришлось долго возиться, переводить дыхание, снова пробовать, пока, наконец, узел не поддался. Николай осторожно раскрыл мешок и замер. Даже дыхание перехватило. Внутри лежали два маленьких серых комочка, сбившихся друг к другу, словно пытаясь согреться. Сначала он не понял, кто это. Они были совсем крошечные, с закрытыми глазами, прижатыми ушами и тонкими лапами, которые едва шевелились. Один из них слабо дернулся, и тогда Николай догадался. Волчата. Он слышал, что в лесу за холмом иногда видели волков. Значит, кто-то нашел их логово. Может, волчицу подстрелили, а детенышей забрали. Но убить не решились, не хватило духа, и просто избавились от них вот так, как от ненужной вещи. Повесили мешок на дерево и ушли, оставив их умирать. Николай долго смотрел на волчат. Они были холодные, почти ледяные на ощупь. Один тихо поскуливал, другой почти не двигался, только едва заметно вздрагивал. «Господи!» — прошептал он, и голос его дрогнул. На мгновение ему пришла мысль оставить все как есть. Он старый человек, ему и так трудно справляться с хозяйством. Зачем ему эта лишняя забота, эта ответственность? Но в тот же миг один из волчат слабо ткнулся мордочкой в край мешка, будто искал тепло, будто надеялся, что рядом есть кто-то живой.
И этот крошечный, беспомощный жест словно что-то перевернул внутри Николая, тронул то место, которое он давно считал пустым. Он вдруг вспомнил, как когда-то держал на руках своего сына, такого же маленького и беспомощного, и как тот тоже искал тепло, прижимаясь к нему. Николай тяжело вздохнул. «Ну что ж, раз встретились, значит, так надо», — тихо сказал он, будто оправдываясь перед кем-то невидимым. Он аккуратно прижал мешок к груди, стараясь согреть своим теплом, и медленно направился обратно к дому. Шел осторожно, почти не поднимая ног, боясь лишний раз потревожить слабые тельца. Он даже перестал считать шаги, забыв о своей привычке. В голове уже складывались мысли, одна за другой. Нужно срочно согреть, нужно найти молоко, нужно устроить им теплое место, иначе не выживут. Когда он вошел в дом, то первым делом растопил печь, дрожащими руками подкладывая дрова. Затем нашел старое одеяло, еще со времен, когда в доме жила его семья, и аккуратно уложил волчат в деревянный ящик из-под груш. Они были такие маленькие, что едва помещались на его ладони. Один вдруг тихо пискнул, совсем слабо, но в этом звуке было столько жизни, что Николай невольно улыбнулся, впервые за долгое время по-настоящему. «Живые, значит, будем жить», — сказал он негромко. Он налил в миску немного теплого молока, остудил его и стал осторожно поить их с пальца. Сначала волчата ничего не понимали, их крошечные язычки едва двигались. Потом один вдруг неуверенно лизнул молоко, потом еще раз. Николай тихо усмехнулся, и в его глазах блеснули слезы. «Вот так. Давай, маленький. Держись», — шептал он, словно ребенку. В доме давно не звучало ни смеха, ни разговоров, ни даже такого тихого шороха жизни. В тот день он забыл и про крышу, и про рассаду, и про мед для соседа. Он сидел рядом с ящиком, подбрасывал дрова в печь и смотрел, как маленькие серые комочки шевелятся на старом одеяле. Иногда они тихо поскуливали, и тогда он наклонялся ближе, проверял, теплые ли они. Иногда они просто спали, прижавшись друг к другу, и тогда он сидел неподвижно, боясь спугнуть этот хрупкий покой. В какой-то момент один из волчат вдруг слабо уткнулся носом в его ладонь, и Николай замер, не смея даже пошевелиться. Это прикосновение было таким доверчивым, таким беззащитным, что у него перехватило дыхание. Он осторожно погладил крошечную спинку, чувствуя, как под пальцами бьется слабое, но упрямое сердце. И впервые за много лет ему вдруг показалось, что в его тихом, старом доме снова появилась жизнь. Не просто звук или движение, а настоящее тепло, ради которого стоит просыпаться по утрам и идти по той самой тропе, даже если ноги уже не слушаются. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.